Привет, мои уважаемые любители бесплатного, полезного, умного контента. Сейчас расскажу о своих любимых наушниках, но это будет не традиционный анбоксинг. Это будет мини-отзыв о наушниках, которыми я пользуюсь уже много-много-много лет и которые можно сейчас купить. Эти наушники у меня уже в двух поколениях работают и работают исправно. И расскажу, почему их у меня уже две пары. Был август 2017 года, я подыскивал наушники, в которых можно ходить на тренировку в спортзал и которые были бы большими и с хорошим звуком. Соответственно, они должны быть беспроводными. Я опасался всякой китайщины и, конечно, смотрел на всякие там JBL, Sony, но тогда, 4 года назад, Bluetooth наушники брендовые стоили просто каких-то космических денег. Я не гнался за брендом, мне нужно просто был мощный звук, хорошие аккумуляторы и стабильное соединение. В итоге я решился на покупку, подумал, что 1200 рублей не такие уж и большие деньги, поэтому заказал наушники с AliExpress. Через 2 дня мне пришло уведомление о том, что наушники находятся в пункте выдачи, и я полетел за ними. Тогда было редкостью, что посылки с AliExpress можно получить не только из Китая, но и из России. Наушники были красиво упакованные, картонная коробочка, в комплекте 2 кабеля, USB, мини-USB для зарядки и, соответственно, второй кабель мини-джек. И пригодился он мне только спустя несколько лет. Сами наушники я заказал в белом цвете, мне нравится белый, несмотря на то, что он пачкается, видно, что наушники уже были в эксплуатации. Вот этим наушникам, которые я держу уже 2 года, видно, что они немножко испачкались, потому что я в них и на стройке, и на улице, и на пробежках, и на тренировках. Значит, что касается органов управления, здесь кнопочка включения-выключения, дальше джойстик, которым включается трек, либо ставится на паузу и перематывается вперед-назад. Плюс есть еще наушники, в которых встроена карта памяти, и они являются MP3 плеером плюс ко всему. Ну и, соответственно, кнопки увеличения и уменьшения громкости. Кроме этого, если зажать 2 кнопки сразу увеличения и уменьшения громкости, то можно переключать эквалайзеры. Об этом нигде не говорится, ни в каком мануале, инструкции. Это я сам открыл опытным путем. Значит, есть также микрофон в наушниках, то есть наушники можно использовать как беспроводную гарнитуру, но сразу скажу, звук собеседник, когда звонишь, собеседник тебя слышит не очень хорошо, поэтому я этой функцией почти не пользуюсь. Дальше, когда наушники работают, горит синий светодиод, когда наушники заряжаются, горит красный светодиод, порт для зарядки, видно тут мини-USB. Наушники держат до 40 часов. И это не просто слова производителя, это реально так. Они заряжаются очень редко, просто крайне редко. Я могу месяц бегать на пробежках, и наушники не разряжаются. Причем до этого заряда они доводятся буквально часа за 2. Более того, когда наушники разряжаются, женщина с приятным голосом говорит: "The battery is low", то есть батарея разряжена, ее надо зарядить. А женщина говорит это каждые полминуты. Но заряда, при том, как она начала говорить, и до полной разрядки еще хватает где-то на полчаса. Наушники могут вот так складываться, и их можно кинуть куда-то в сумку, в рюкзак. Но особых иллюзий питать не надо, потому что в любом случае занимают они достаточно много места. На голове очень хорошо фиксируется, можно подобрать свое положение, плюс есть еще вот такие дуги, которые фиксируют, опять же, в зависимости от того, на головной убор вы надеваете наушники, либо носите их на голове, то есть под разный размер головы регулируются вот эти вот наушники. Дальше. Есть вот этот разъем 3,5 мм мини-джек. Если, например, вы хотите посмотреть фильм вместе с женой, но у вас спит маленький ребенок, одни наушники коннектите по Bluetooth к устройству, с которого вы смотрите фильм, а вторые наушники коннектите к этим наушникам по проводу, и вы получаете крутой стереозвук в обеих парах наушников. По тестам я смотрел, конечно, они где-то немножко уступают Sony,
Но дело в том, что Sony стоит раза в 4 дороже, сейчас около 2000 рублей, раньше они стоили 1200 рублей. Конечно, это не хай-фай, но за такую цену получить мощный звук с красивым, хорошим басом, четкими высокими частотами очень здорово. Обычно китайцы страдают режущими средними частотами, но здесь это проявляется, когда громкость наушников находится где-то на 75%, 80%, тогда уже немножко звук страдает. По музыке я слушаю heavy metal, black metal, death metal, прочий тяжеляк. В этих наушниках слушать очень приятно и очень качественно. Слышны многие моменты, которые даже на хороших стереосистемах просто ты не замечаешь. Надеваешь наушники и получается совершенно другой звук. Садятся на голову очень здорово, комфортно и не слетают даже при беге, при кивках головы, там претензий к ним вообще нет никаких. Связь держит в радиусе 5-8 метров, это стабильно, если нет там серьезных каких-то перегородок. Производитель заявляет до 10 метров, где-то может быть так оно и есть, но 8 метров это стабильно. Из удивительного, свой первый полумарафон я бежал именно в этих наушниках. Я бежал почти 2 часа, все эти 2 часа шел непрерывный дождь. Я думал, что они сдохнут, даже до половины дистанции не дойдут. Я закончил дистанцию, финишировал, и наушники до сих пор находятся в рабочем состоянии, то есть они работают. Нет, они не влагозащищенные, но все-таки они выдержали вот такое испытание. Примерно через 2 года мне пришлось заказать новые наушники, я объясню почему. Значит, вот это и есть те наушники, которые я заказал 2 года назад. Вот это наушники, которым уже 4 года. То есть они находятся также в рабочем состоянии. Они также фиксируются на голове, все нормально. Значит, видно, что они потрепались уже, то есть кожзам уже немножко истлел. Вот здесь тоже это видно. Потом на вот этих вот подушечках тоже видно, что он уже не первой свежести. Маленький ребенок отломал здесь пластиковую вставку. Пластиковая вставка треснула. И наушники болтались, не могли фиксироваться на голове. Поэтому я заказал вот эти вот вторые наушники. Когда вторые наушники пришли, первые наушники я решился разобрать полностью. Тут есть винты, они разбираются. Я их починил. Сделал туда еще одну пластиковую вставку, заклеил, все красиво скрепил. И теперь они используются как подменные. Вот кажется, они совершенно одинаковые, эти наушники, но есть разница. Разница как минимум 2. Разница в том, что сейчас наушники производятся, и здесь не пластиковая вставка, а здесь металлическая вставка. То есть вот я магнитом ее магничу, она не отрывается. А раньше, то есть вот раньше был все-таки пластик. То есть 4 года назад была пластиковая вставка. А сейчас потом, видимо, не у одного у меня были такие проблемы, они сделали металлическую вставку, и теперь наушники избавились от такой проблемы. Второй момент, вот в этих наушниках Bluetooth был 4.0, а сейчас вот в этой версии уже Bluetooth 5.1. Разница в том, что при воспроизведении там с YouTube или откуда-то еще видео шло с небольшой задержкой. В новой версии задержки уже нет. К сожалению, эти наушники уже стоят не 1200 рублей, не 1400, а около 2000, даже я видел цены 2500. Но они стоят этих денег, это совершенно точно, потому что мой опыт показывает, что наушники долго служат и долго будут радовать своего обладателя. Ребята не стоят на месте, а исправляют даже такие вот конструктивные дефекты. Это тоже дорогого стоит. То, что они ставят новые прошивки на наушники, это тоже большой плюс. Фирма Bluedio и эти наушники T2 Turbine, Bluedio T2 турбина, они производятся ребятами, которые в свое время ушли из Beats. А Beats — это фирма, которая раньше занималась производством тоже аудиотехники, но после того, как их поглотили Apple, часть инженеров просто ушли в другую фирму, и эти ребята
организовали производство наушников и техники под брендом Blue Dio. В компетенции сомневаться просто не приходится. То есть видно, что это профессионалы, видно, что они работают по рекламациям, видно, что они выпускают новые устройства и совершенствуют свою продукцию. Рекомендую обязательно вот такие наушники к покупке, если вы занимаетесь спортом, если вы занимаетесь бегом, если вы постоянно ходите в тренажерку. То есть это вот прям must have. Единственный недостаток, который я бы все-таки отметил, я попытаюсь сейчас его воспроизвести, хотя не уверен, что это мне удастся сделать. Значит, при беге есть такая штука, как дребезжание кнопки. То есть какая-то из этих кнопок дребезжит, когда ты бежишь. Вот слышен вот этот вот небольшой звучок. Это единственный минус, который есть в этих наушниках. Других минусов просто нет. Это совершенно точно. 4 года моей эксплуатации это лишний раз подтвердили. Заказать можно по ссылке в описании, жалеть точно не будете. И множество моих фотографий, видео, которые есть и в Инстаграме, и на Ютубе, дополнительное тому подтверждение. То есть даже на фотке в шапке профиля уже больше полугода я вот в этих наушниках, и менять, честно говоря, их не собираюсь, потому что они меня полностью устраивают. Обязательно ставим лайки. Даже если уже поставил лайк, все равно ставь лайк. Точно тебе говорю.